Мы в самом порту Монреаля. Он тут был изначально. Сначала порт, потом город. И сегодня мы отправимся в прогулку по променаду, который называется «Река», и дойдем до горы. И название променада так и есть – «Река-гора». Но по-французски я даже и пытаться не буду. Promenade fleuve montagne. Это место, которое вот тут вокруг меня, и было первой точкой, которую обживали европейцы. Сначала порт, потом расчистили площадку, ну и дальше уже понеслось. Лихая история. На всем пути исследования нам будут попадаться различные памятники, как в виде скульптур, так и архитектурные памятники в виде различных зданий. Начало апреля, и погода сегодня располагает для прогулок. Повезло. Как говорят местные, двузначные цифры. Double digits. В прошлый раз, а это было всего неделю назад, мы помним все снег. Даже времени не нашлось, чтобы погулять по улицам Монреаля. Так вот, только по этой улице, рядом с отелем. Да и погода, как видите, не располагает. И первая точка на пути исследования — обелиск. И можно немножко рассказать историю, но это будет уже закадровый голос. Монреаль был основан в 1642 году. Все началось вот на этом самом месте, где высадились 50 колонистов. Сначала жили в палатках, а потом построили форт и 50 лет жили в страхе нападения ирокезов до заключения мирного договора. Поэтому памятник обелиска хоть и называется памятник пионеров, но в те времена пионеры выглядели примерно так, как королевские мушкетеры, кем, собственно говоря, они и были. А здесь уже абстрактная композиция: крест, булыжник и металлический диск с прикрепленным слепком пальца. Приходится лезть в интернет для пояснений. Ссылка будет в описании к видео. Говорят, этот палец — это палец скульптора, и тем самым вот этот круг превращается в щит и говорит о беспомощности. Окей, пойдемте дальше. Тут придется немножко попетлять, чтобы спуститься к реке. Там есть еще один памятник, но мы обязательно вернемся и все-таки начнем наше восхождение по той самой знаменитой тропе.
Вон там памятник в конце переулка. Долго идти не пришлось, тут все очень близенько. Исторические центры не такие. Концентрация истории в одной точке. Уважаемый Джон Янг. Чуть не перепутал его в интернете с сэром Джон Янгом. Но этот тоже был знаменитой личностью, и по сути порт Монреаля — это его детище. Вошел в историю. А вот этот товарищ внизу, это никто иной, как Нептун, который как бы намекает, что порт-то был морской, морские суда приходили. Было бы совсем замечательно, если бы они еще на карте на это отмечали «Вы здесь». Не отмечено, но придется, значит, мне тыкать пальцем. Мы здесь. Вот так вот, не сожгли бы парламент, а это вот симпатичное здание, то сейчас бы столица Канады был Монреаль. Но было восстание, парламент сожгли, и история повернулась так, что столицу здесь делать не стали. О, интерактивчик подвезли. О, господи. Давайте какую-нибудь медальку соберем. Она собрана. А вокруг опять исторические здания. Нет, конечно, не 400 лет. Могущество канадских железных дорог. Да, такие машинки тоже любят в Монреале. Макларен написано. Дальше нам довольно долго пилить по улице вверх. Налево и направо история города Монреаля в его каменных строениях. Раньше вся территория старого района была обнесена крепостным валом, высоким, 6-7-метровым. Но этого не хватило, чтобы остановить англичан. После того, как они захватили Квебек-Сити, когда английские войска подошли к городу, Монреаль сдался, не стал ждать участи и полного разрушения. Улицы направо-налево примерно те же виды. Нет, вру, налево одни ремонты видны. Если в том месте, где мы начинали нашу прогулку, была портовая площадь, и она использовалась как рыночная, то вот эта площадь, она была уже городская, как городской парк. Эта площадь носит имя площади Виктории. И вы уже догадались, в честь кого это. Не устаю радоваться нормальным названием для метро. А вот и полное имя, откуда возникло имя метро. И чугунная оградка, которая тоже является архитектурным памятником. Помните, рассказывал, что на крыше такси вот такие вот кресты.
Если поставить их в ряд, какое-то ощущение кладбища возникает. Ой, кому-то оказывают помощь прямо на тротуаре. Огромное здание и никак не помещается в экран. И это неспроста. Это было самое большое здание Британской империи, лет 30 после постройки. И с ним связана еще одна интересная история. Во время Второй мировой войны здесь хранили, можно сказать, золотой запас всей Британской империи. Куча тонн золота в подвале на -3 этаже. Местами горка прям чувствуется, приходится напрягаться, если идешь. Где-то сбоку остается очередной собор. Но, судя по карте, он не на нашем пути. Мы пойдем дальше. Наконец-то я их увидел. Эти желтые треугольнички показывают направление нашей тропы в гору. А если бы шли под гору к реке, эти треугольники были бы не желтые, а синего цвета. А вот тут же, кстати, и синий. И направо в переулок. Собор. Вот так вот. Олимпийский комитет. Что, неужели вот это вот самое здание? Между прочим, имеет прямое отношение к той антидопинговой истории. Именно следователь из Канады расследовал все эти дела. Пробирки с подменой анализов. Ну, вы помните. Да, похоже, что это здание. А следующую витрину и памятник назовем и смех, и грех. Вот так вот. Вот так можно их снять. Справа смех, слева грех. Вот так вот исторические фасады и стекло. После железных дорог Канады, а точнее по историческим временам раньше железных дорог Канады, самая могущественная компания была Bay, Hudson Bay. Сейчас от нее вот такое здание осталось. Направление солнца немного мешает съемке. Но похоже мы на площади, что на улице Сент-Кэтрин. Кинг Эдвард и его пирсинг. Сейчас покажу крупным планом. Памятник Эдварду, а площадь Филлипса. Загадка. Чуть не заблудился, мне же налево надо было повернуть. Самая фешенебельная улица с самого момента ее основания. Сент-Кэтрин. Здесь были самые главные магазины, здесь жили самые богатые люди. И по сей день самая оживленная улица Монреаля.
Но это венец всей торговли. Это один из первых торговых центров со столетней историей. Не знал, что группа B2 сменила стиль. Читаем B2. Я почему-то думал, что Three Brothers — это три брата. Но по-французски это не братья. Помню, это же там налево здание, слева от кольца. Это здание ЖД вокзала. Как-то приезжал в Монреаль на поезде. А это дырка от бублика, как я ее называю. Я так понимаю, нам туда. Но чего я понять не могу, что вроде здесь-то все делали и закончили 7 лет назад. Неужели за 7 лет все износили? Видимо, чтобы не так обидно было, из-за видов стройки. Заборчик весело украсили. Под ногами рисунки. Но все равно обидно. Видно, что ненадолго хватило тех 55 миллионов долларов, которые были вложены, чтобы создать этот туристический путь. Город тогда уже офигевал от сумм. Ну и практика показала, что не зря. Босоногие. Ага, и яблоко. Какой-то знакомый сюжет, не находите? О, там, из-за стройки тоже есть скульптура. И там скульптура. Все-таки недаром ЮНЕСКО называет Монреаль городом дизайна. Не, я не мог пройти мимо. Уж больно многолюдная композиция. Но, честно говоря, вблизи выглядит жутковато. Еще одна загадка. Надпись «Я». А нарисован слоник, а не ослик. ИА. А самое большое здание Британской империи видно и отсюда. Вот в него этот мужик-то пальцем тычет. Тык. Тык. Памятник Джону Кеннеди. Оп. Опять против солнца. А если в профиль? О, о. Ну и надписи начали понемногу спойлить, что мы приближаемся к району университета МcGill.
университет Лиги Плюща. Пока нет. Но такой же крутой. А это уже за оградку университета. Ну, пойдем в университет и мы. Университет публичный, всем можно. Знакомое кругленькое здание. Его мы видели со смотровой площадки. А вот смотровая площадка. Написано, что музей. Но мы немного отклонились и возвращаемся на нашу тропу. Она на самом деле огибает территорию университета. Посмотрите, какие там горгульки. Так, все, выходим за оградку, покидаем территорию университета. Вот она, мощеная улица. Того самого променада от реки до горы. И становится видна гора уже совсем близко. Так, а мы пропустили-то всего ничего. Вон там у этого розового здания улица Шерберг, и нам надо было по ней пройти вот по этой аллее вместо территории университета. Но я ничуть не жалею. Продолжаем восхождение. И справа показывается одна из последних достопримечательностей на пути нашего исследования. Видите эти здания в шато-стиле там или в стиле какого-то, не знаю, замка? Как думаете, что это? На самом деле угадать сложно, но это водохранилище или водокачка. А точнее, в здании водокачка, а вот под холмом закопано крытое водохранилище. Оно там, под землей. Над водохранилищем разбили парк и устроили футбольные поля. А так рядом студенты, они пустыми не бывают. И уж тем более в такое теплое время года. Ну, не теплое время года. Такое теплое время, как сейчас, в апреле. Так как мы уже у подножия горы, она на возвышении, это подножье. Так мы уже на подножье горы, то и вид на город позволяет увидеть высотки даунтауна. Но это сейчас. Их построили уже после 50-х, после Второй мировой войны. А 200 лет назад у первых домов, построенных на холме, был отличный вид на реку. Все, дальше прямо не пройти. Приходится немножко повернуть налево. А затем через дорогу направо. Так, бежим, пока нам зеленый
который на самом деле белый. Так, а здесь обозначено, мы здесь. Вот он наш весь путь. От самого низа, от реки синеньким, до самого верха, до горы желтенькой. Попытался отсюда разглядеть реку. Не удалось. На этом наше восхождение закончилось. Пройдено почти 4 километра. И все в горку. Надо будет как-нибудь проделать обратный путь. А за моей спиной вы видите лестницу, которую мы штурмовали в прошлом видео из Монреаля. Но туда был снег и зима. А сейчас весна и хорошо. Всего вам хорошего. До свидания.